российского самолета отказал двигатель, десятки военных РФ отравили в Севастополе, а ВСУ начали переходить с наступления в оборону. Обо всем этом и не только расскажу подробнее в эфире Нехта, самые важные и интересные новости. СБУ получила информацию о подготовке провокаций на международной арене, которые готовит РФ. Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешения на заграничную командировку украинскому депутату, который должен стать инструментом в руках российских спецслужб. В оккупированном Симферополе две диверсантки якобы отравили десятки российских военных. Пришли на КПП воинской части две милые девушки, представились местными жительницами, принесли 7 бутылок водки и немного закуски, рыбу, колбасу, хлеб, сыр. Сказали охране, что хотят отблагодарить наших пацанов за все. Глава Моссада отозвал переговорщиков из Катара. Власти Израиля заявили, переговоры об освобождении заложников зашли в тупик. Мы поддерживаем, продолжаем поддерживать и будем продолжать поддерживать усилия Израиля, направленные на то, чтобы сделать все возможное для того, чтобы Хамас не смог повторить ужасы 7 октября. Доброе утро, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать, а главное доносить людям правду. Перейдем к новостям. У самолета, который следовал рейсом Москва-Петербург, отказал левый двигатель во время полета. Как сообщают РИА Новости, воздушное судно принадлежит компании «Аэрофлот». Самолет из Санкт-Петербурга, который готовился к посадке из-за двигателя, благополучно приземлился в Шереметьево, сообщил аэропорт. После полномасштабного вторжения Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, запретил поставки запчастей и техобслуживание лайнеров. Российские СМИ часто сообщают о том, что авиакомпании, в том числе Аэрофлот, отменяют рейсы, а самолеты совершают экстренные посадки из-за неисправностей. Авиакомпания С-7 сократила свои осенне-зимние полеты на почти 15% из-за проблем с ремонтом двигателей. Вследствие детонации снаряда на полигоне в Ростовской области погибло 12 оккупантов. Все они морские пехотинцы. Как сообщают СМИ, около 20 человек разожгли костер рядом с блоками боеприпасов. Снаряд гранатомета скатился в костер и взорвался. На месте погибли 8 человек, еще 8 получили ранения. Все пострадавшие и погибшие – это контрактники из Владивостока. Минобороны страны ситуацию никак не комментировала. В оккупированном Симферополе две диверсантки якобы отравили десятки военных РФ. Об этом жалуются пропагандисты. Девушки угостили захватчиков отравленным алкоголем и едой в одной из воинских частей. В результате 24 военных погибло, еще 11 попали в больницу. Пришли на КПП воинской части две милые девушки, представились местными жительницами, принесли 7 бутылок водки и немного закуски, рыбу, колбасу, хлеб, сыр. Сказали охране, что хотят отблагодарить наших пацанов за все, за то, что те их защищают. Парни водку и еду взяли, выпили с сослуживцами, поели, и многие отравились. В принесенных алкоголе и еде якобы нашли дозы мышьяка. Диверсанток обнаружить не удалось, идет следствие, сообщают пропагандисты. Вооруженные силы Украины начали переходить в оборону, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко. По его словам, российские военные пойдут в наступление, а украинские будут отбивать. Он также отметил, что российские войска развиваются бешеными темпами. Сегодня Зеленский заявил о начале фортификационных работ не только на востоке, но и на севере страны. Что это значит? Это означает, что мы переходим в оборону. И это значит, что следующий ход будет от России. Они пойдут в наступление. Мы будем отбиваться. Накануне Зеленский провел совещание, в ходе которого обсуждались планы по строительству оборонительных линий от Донбасса до Западной Украины. По его словам, речь шла о фортификации всех основных направлений, в первую очередь на Авдеевском, Марьинском, Купянском направлениях, а также на линии Купянск-Лиман в Запорожской и Херсонской областях, заявил президент. Об этом заявляет президент Зеленский, строит фортификации, и обратите внимание, он говорит, что мы их строим не только на востоке, но и на севере. Что я вам могу сказать? Нам может не нравиться это, и нам это не нравится, и мы хотели бы с вами уже, чтобы мы были победителями, и все это давно закончилось, но это реальность. У России огромные ресурсы, то есть человеческий ресурс огромный, к сожалению, он существенно больше украинского, экономические ресурсы, природные ресурсы, то есть это все, плюс там советское наследие. Это страна с огромными ресурсами. Да, ресурсы наших союзников больше, но ресурсы Украины существенно меньше, это факт. Но ресурсы наших союзников, конечно, намного больше российских. Но вот как они их направляют и готовы ли они их направлять дальше?
СБУ получила информацию о подготовке провокаций на международной арене, которые готовит РФ. Цель врага – снизить поддержку партнеров и расколоть украинское общество. По замыслу ФСБ, привлечение к ПСО отдельных украинских политиков во время их посещения третьих стран. Хочу наголосити, що пан майор Перепільник Степан, правильно? Сергій, вибачте, Перепільник Сергій на сьогоднішній день робить незаконну спробу недопуска мене для перетину кордону. На этом видео Петру Порошенко, пятому президенту Украины, отказывают в выезде за границу. По полученным данным, в ПСО хотели задействовать запланированную встречу Порошенко с венгерским премьером Орбаном, который неоднократно выражал антиукраинскую позицию и призывал снять с РФ санкции. Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешения на заграничную командировку украинскому депутату, который должен стать инструментом в руках российских спецслужб. Телеграм-канал Мэш опубликовал заявление российских военных, где они утверждают, что захватили город Марьинка в Донецкой области, а точнее его руины. Дорогие товарищи, сегодня 1 декабря силами 103-го полка был взят под контроль город Марьинка. Теперь он полностью наш, Российская Федерация. Однако никаких доказательств, что город захвачен, нет. Российские военкоры тоже опровергают полный контроль над городом. Теперь давайте к теме контроля Марьинки. От линии, на которой заканчивается наш контроль, до окончания Марьинки до городской черты километр. Нам еще километр Марьинки штурмовать. Я не хотел ввязываться в эти обсуждения, но читателей жалко. Им эту уже взятую Марьинку втюхивают даже не первый год. Кто только не бился за этот населенный пункт. Самые громкие заходили и тут же объявляли: мы взяли центр Марьинки, но этот центр к тому времени давно уже был наш. Россия раз в несколько месяцев берет Марьинку, но каждый раз появляются опровержения, что это вранье. Половина Z-каналов отрапортовала «Марьинка наша», но оказалось, что это не так. Марьинка не существует уже, вообще. То есть город уничтожен. Вот посмотрите фотографию, это все, что осталось от города, да, то есть примерно Марьинка, примерно как Бахмут, это не настоящий уже город, то есть он не жилой, там ничего нет, там все разрушено. Это, собственно, типичная российская тактика, да, поскольку Россия не умеет совершать какие-то маневры, они просто штурмуют в лоб и просто разматывают город целиком артиллерией, да, типа не доставайся же ты никому. Насколько эффективна такая тактика, мягко скажем, зависит от цели, но Россия несет большие потери при такого рода наступлениях, как это было и в Бахмуте, как это есть и здесь в Марьинке несколько дней назад, например, там была как раз разбита российская колонна техники. В общем, Марьинку Россия пытается захватывать довольно давно. Для сравнения можем посмотреть, например, таймлапс с декабря прошлого года. Вот 1 декабря 2022 и 1 декабря 2003. Можете посмотреть, чего там навоевали, за год, при том, что в Марьинке Россия не сворачивала свои наступательные действия в Донецкой области. Они продолжали все это время пытаться там наступать. Соответственно, 1,5 километра за год. Вот глубина, так сказать, продвижения в самом городе, опять же, с чудовищными потерями. Глава Моссада отозвал переговорщиков из Катара. Власти Израиля заявили, переговоры об освобождении заложников зашли в тупик. Об этом сообщает издание The Times of Israel. Они отметили, что Хамас не выполнил свою часть соглашения, которая предусматривала освобождение всех детей и женщин по заранее подготовленному списку. По информации СМИ, боевики продолжают удерживать 136 человек, взятых в плен 7 октября. Некоторые СМИ пишут, операция против Хамас может продлиться год и даже больше. США, в свою очередь, продолжают поддерживать Израиль и его право на оборону. Мы поддерживаем, продолжаем поддерживать и будем продолжать поддерживать усилия Израиля, направленные на то, чтобы сделать все возможное для того, чтобы Хамас не смог повторить ужасы 7 октября. А это означает, в частности, что Хамас не может оставаться ответственным за управление в Газе и не может сохранять способность повторять эти атаки.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке, а также подписываться на нас и в других социальных сетях – Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.